Сегодня 21-й, тот последний день Панчакармы, в который Панчакарма заканчивается. По прогнозам сегодня дожди. Мы вчера выяснили, что Яндекс прогноз погоды дает более точный прогноз погоды, чем местный Google. Так что, ребята, наши знают все и обо всех. И это важно. Иду на завтрак. В клинике только 2 русских и еще парочку индусов. Соответственно, вся клиника для нас. Мы здесь короли разбросаны. Станислав там, я здесь. Вот он уже завтракает. Красавчик. А я только иду. Лекарство перед завтраком. Сегодня, видимо, последний день. На завтрак принесли чай, фрукты. Это тоже лимон. В общем. Lemon. No mango. No mango. Only papaya. Еще на завтрак у нас доса. Масала доса, видимо, там внутри. Нет, просто То есть просто пустая доса. Кокос и овощи. А я пока продолжаю есть фрукты. Мне принесли манго чуть побольше. Потому что пришло время досу съесть. Она пустая внутри. Ее обычно макают сюда и сюда. Это из кокоса. Здесь из овощей. Так как сегодня у меня 21 день, я иду на свои завершающие процедуры. Сегодня у меня последняя Ширудара. На самом деле у меня завтра будет еще одна, потому что я только к вечеру уезжаю. Но сегодня, можно сказать, последняя в моей программе Ширудара и Ширубасти. Тоже последняя процедура. Заключительный день Панчакармы проходит довольно-таки интенсивно. Много событий, все собираются, докупают препараты, которые хотят с собой взять, потому что я с самого начала, в принципе, говорю, что Расайна обычно это минимум 2 месяца, лучше 3, а можно взять и на больше. То есть получается, что вы почистили свой организм, и теперь самое время его пропитать. Те ткани, которые чистые, потому что если это не пропитывать, то, скорее всего, из-за нагрузки, которая будет, когда вы вернетесь, там работа, которую не делали месяц, семья, много-много всяких вещей, которые нужно быстро восполнить. Соответственно, стресс, другая еда. То есть для организма, в принципе, это немножко стрессово. И очень важно за счет трав смягчить этот стресс. То есть речь не идет о каком-то специальном лечении. Хотя для тех, кто приехал именно полечить проблемы, для них это еще важно. Я в основном говорю про себя, потому что я приехал просто профилактику. Мне нравится эта профилактика, потому что я понимаю, что я за год как бы накапливаю токсины, какое-то недосыпание, усталость и так далее. И здесь это все очень хорошо в течение месяца убирается, ну, точнее, 21 дня. Вот, сейчас я иду в Раджа Эко Бич. Мимо меня сейчас проедет такая мини-машинка. А вы знаете, что эта машина, она возит еду из Раджа Эко Бич в Раджа Бич. В заключение хотел рассказать всем. Все, наверное, думают, что Раджа Бич это такое вау-вау место. Это действительно классное место. Мне больше нравится Раджа Эко Бич, проще. И очень много людей. Раджа
Раджа-Бич мало людей. Ну, чуть-чуть приятнее. И так вот, еду готовят на кухне Раджа-Эко-Бич. То есть мы, в принципе, это для всех, кто был в Раджа-Эко-Бич, думают, что здесь, там живут только богатенькие. Нет, мы едим только после вас. То есть сначала готовят, то есть общая такая кухня на 2 центра. Это в Раджа-Бич. В Раджа-Эко-Бич. Там готовят и привозят на ту кухню, а там просто раскладывают по тарелкам. Хотя они утром салат режут фруктовый, если что. Ну, то есть они делают такие мелкие вещи, что-то, может быть, подогревают. Хотя вся пища свежая. То есть команда поваров здесь состоит из 6 человек, а когда загруженность большая, из 10. Они готовят в 3, то есть они готовят на 3 полных приема пищи. Завтрак, обед и ужин. Еще остается пару поваров, которые делают второй завтрак в виде сока, кому-то какой-то салат фруктовый и так далее. И также ужин. Ну, ужин более проще обычно, но у них тоже бывают сладости какие-то. У них бывают тоже соки и так далее. Соответственно, здесь много людей заняты готовкой еды, а другие центры, у них своя кухня, они для себя готовят, ну, потому что еду не довозят. Вся еда всегда свежая, это самое главное. То есть мы, в принципе, на протяжении 21 дня, помимо того, что проходили много процедур, мы ели каждый день свежеприготовленную еду. В наше время это дорогого стоит. Или нужен повар, или нужна какая-то хорошая столовая, где вы не испортите свой желудок, а судя за 21 день, наоборот, люди теряют килограммы. Здесь нету людей, которые голодают, не доедают их. Таких нету, поэтому хорошая кухня, в принципе. И она кормит 2 аюрведических центра. Ну что ж, я подошел к клинике. Кстати, можете засечь, сколько времени я прошел от одной клиники до другой. У меня сейчас консультации, сегодня заключительные консультации. И после этого мы едем в храм Шивы. Очень интересная история. Закончились мои консультации. А сегодня за час мы посмотрели всех, кто остался. Это была последняя консультация в Раджа-Эко-Бич. Теперь до следующего раза он будет в следующем году. Поэтому, друзья, если вы хотите чуть-чуть улучшить качество вашей панчакармы, сделать ее более глубже, более индивидуальной, для того, чтобы были очень хорошие результаты, потому что спасибо всем, очень хорошие отзывы, и эта группа действительно не проблемная, прям прекрасно все. Поэтому надеюсь, что все смогут поддержать свой эффект панчакармы, который получили здесь. Многие с помощью трав, которые взяли отсюда на 2, там кто-то на 3, кто-то на 6 месяцев, еще лучше пропитают свои ткани, избавятся от тех проблем, с которыми сюда приехали, и качество жизни на несколько лет будет намного лучше. Главное не забывать, что классические тексты говорят о том, что панчакарма хороша человеку после 50 раз в году. Да, то есть реально панчакарма. Конечно, если вы знаете, как делать в домашних условиях, это не обязательно, что вы каждый год ездите. Поэтому у меня есть такая услуга, как, во-первых, индивидуальное ведение панчакармы. То есть в любое время года человек может прийти ко мне на консультацию. Это только после очной консультации, потому что я смотрю пульс, я смотрю, что происходит, и, соответственно, подбираю человека. То есть у меня есть пакет, когда на протяжении 14 дней мы общаемся онлайн потом, и есть дополнительная консультация в конце, чтобы понять, какие эффекты и какие травы дать. То есть я веду, есть отдельная такая услуга, а есть просто групповая онлайн-панчакарма осенью и весной. Планирую с следующего года и весной тоже. То есть 2 раза в году, поэтому вы можете присоединиться в то время. Это для таких домашних очисток, для поддержания себя, чтобы
действительно те токсины, которые накапливаются, как на физическом, так и на ментальном уровне, они выходили. А раз в несколько лет хорошо съездить на панчкарму. Я надеюсь, что я буду продолжать ездить на панчкарму каждый год. Мне самому это очень нравится, потому что я реально люблю панчкарму. Я помню, на первом курсе Гуджаратского университета, где я учился, я тогда нашел студентов. Были ребята, которые защищали диссертацию по панчкарме, и они на мне сделали панчкарму. То есть я был одним таким первый иностранец, который прошел в Гуджаратском университете панчкарму. Вот. И мне всегда нравилась панчкарма. Я всегда, читая тексты, понимаю, что в них написано. И, соответственно, мне это нравилось применить для себя, потому что я изучаю аюрведу не для того, чтобы рассказывать ее, а в первую очередь для себя. Вот. И я понимаю эффект после панчкармы. У меня бывали сбои, когда я не мог каждый год ехать. Я сразу же понимал, что тело ощущает себя по-другому. С годами это прям становится очень важным. Поэтому я считаю, что раз в году у человека должна быть возможность почистить себя хорошо, системно, теми методами, которые уже испытаны, и получить максимальный эффект. Сегодня мы едем в храм Шивы. И это не просто поездка, это прикосновение к одному из глубочайших ликов ведической культуры. Господь Шива не только разрушитель в триаде Брахма, Вишну, Шива. Он покровитель йогов, целителей, аскетов, алхимиков, ученых, музыкантов и ищущих истину. Он живет на стыке миров, на горе Кайлаш, вечно пребывающий вне времени. В Шримад Бхагаватам Шива назван величайшим вайшнавом, преданным Вишну. В Махабхарате именно он дарует Арджуне божественное оружие Пушопата-сутру, ведя его к духовному пробуждению. Поклонение Шиве – это не поклонение разрушению, это поклонение трансформации, отпусканию и глубокому исцелению. Когда лучше всего поклоняться Шиве? Понедельник, самавара, день Луны, день ума и день Шивы, когда Шива особенно милостив. Лучше всего это делать до рассвета, но мы, к сожалению, едем во второй половине дня. Это не страшно, это все равно это все равно хранит ту мудрость. Маха Шиваратри, Великая ночь Шивы, когда дыхание может стать молитвой. Этот день бывает раз в году. Каждый Чатурдаши, 14-й день, особенно вечером. И это время Шивы, мы как раз едем в это время. А символизирует Шива в аюрведе огонь внутренней трансформации, Агни и Теджас. Молчаливое сознание, которое исцеляет изнутри. Тот, кто разрушает аму, токсины, но сохраняет душу, атман. Он воплощение саттвы, когда саттва становится сильнее, чем раджас и тамас вместе. Здесь тоже проводят яги. Церемония была сегодня. Этот месяц посвящен Господу Рамайне, и вот там читают мантры Рамайне. Вот это те весы, на которых садились люди и взвешивали. Соответственно, сюда клали золото или подношения для храма, чтобы баланс весов был. Эти весы до сих пор здесь висят, и в разные праздники, когда люди действительно приносят свои подношения ровно согласно своему весу. Это для Шивы подношение, считается, что как раз оно самое правильное. Пуджари делает пуджу, посвященную поклонению Господу.
Мужчины одеты вот таким образом. भक्तिमदनी निश्चयान परिग्रह निष्ठूरा निरजुगरा निरापाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुष्टसंग्रेदप्रदा दुष्टदूरा दुराधार शमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा चन्द्रकरुणा समानादिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सुज्ञनिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमङ्गलस्वरूपिणी सर्वेन्द्रात्मिका सर्वा चन्द्ररूपा मनोन्मनी महेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी परात्रया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महादक्षिर्महारवे महावीर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगीश्वरेश्वरी महातङ्गा महामन्द्रा महायन्द्रा महाप्रणा महायागक्षमाराध्या महाभैरवपूजिता महेश्वर महाकल्पा महाताण्डवसाक्षिणी महाकामेशवती महात्रिपुरसुन्दरी चतुष्षष्ट्योपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणसेविता मणिविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डलमध्यदा चारुरूपा चारुभासा चारुचन्द्रकलाधरा चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानन्दा ज्ञानक्षररूपिणी ध्यानध्यादृध्ययरूपा धर्मा धर्मविवर्जिता विश्वरूपा जागरणे समन्वितैजसात्मिका सूक्ता प्राज्ञात्मिका तुल्या सर्वा दत्ता विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोत्री गोविन्दरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा द्रोधानगरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पञ्चहृत्यपरायणा भानुमण्डलमध्यस्था भैरवीकमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी उन्मेषनिकोत्पन्ना विपन्ना भुवनावली सहस्रवीतवदना सहस्राक्षी सहस्रपाद आब्रह्मगीर्जननी वर्णा स्वमविदायिनी निजाज्ञानरूपिणी कमा पुण्या पुण्यवरप्रदा श्रुतिमन्त्ररूपे कृतभाषा मध्यमा वैश्वरी रूपा भक्तमानसंस्कृता कामेश्वर प्राणनारीरज्ञाकामपूजिता श्रीमद्भारतसम्भोगनादियादारक्षिता ओढ्यावीरत्रया विष्णुमण्डलवासिनी विरोयागक्रमाराध्या रथदर्पणदर्शिता. Друзья, вот и подошел к концу наш путь длиной в 21 день. Панчакарма завершена, тело очищено, сознание обновлено.
Мы сбросили не только лишние килограммы, мы сбросили лишнее внутри. Я наблюдал за вами и за собой, как день за днем менялось, как день за днем менялось, как день за днем менялось лицо, речь и взгляд. Как сначала мы избавлялись от старого, а потом учились быть в этом новом теле, в этом новом состоянии. Что дальше? Дальше начинается настоящее искусство сохранить. Сохранить не только пищеварение, не только легкость тела, а сохранить контакт с собой. С чем важно уезжать с панчакармы? С уважением к своему телу, с вниманием к своему сну, с осознанностью в еде и с привычкой делать паузу прежде, чем что-то положить в рот или в ум. Мы не едим для удовольствия, мы едим, чтобы поддержать свою ясность, чтобы не накапливать аму, ни физическую, ни ментальную. Помните, панчакарма не поездка, это точка перезапуска. Это место, где вы вспомнили, как звучит ваша внутренняя тишина. Я, как врач аюрведы, который много лет проходил панчакарму и сопровождает в ней других, могу сказать одно: настоящая сила не в том, чтобы уехать, а в том, чтобы вернуться и не потерять себя. Так пусть панчакарма остается не только в анализах, весах и внешнем виде. Пусть она останется в привычках, в простых вещах. Раньше ложиться, теплее завтракать, глубже дышать, меньше реагировать. А главное, не забывать себя. Спасибо, что прошли этот путь вместе со мной. До встречи на следующем витке. Кстати, уже готов бот по панчакарме на 26 год. И вы можете присоединиться к новой группе следующего года.